Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать, ну и собственно смотреть одну интересную систему, где вокруг звезды вращается планета. На очень близком расстоянии. Почти как звезда смерти, но немножечко полайтовее, и прикол в том, что это находится у нас в пузыре. Ну что ж, друзья, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Вот данная система, называется она Скарди. И прикол в том, что находится на расстоянии 50 световых лет от Шенрарты, то есть вообще подать рукой очень-очень близко. И в данной системе, ну, собственно, находится планета на орбите звезды. А звезда тут прям, ну, почти клон нашего Солнца, можно так сказать. Солнечных масс почти единица и солнечных радиусов почти единица. Температура поверхности 6000 кельвинов. В принципе, нормально. И вот та самая планета, которая находится на ее орбите. И прикол в том, что она у нас на расстоянии 2,5-2,6 световых секунд от самой звезды. Это очень близко, друзья. Давайте посмотрим, как это выглядит дело со стороны из космоса. И вот, собственно, вот звезда, вот планета. Давайте попробуем сесть на нее. Ребята, возьмите хитсинки, если сюда полетите, и корабль с силовой хотя бы класса А, чтобы была высокая теплоэффективность. Ну, то есть, ну, чтобы вы особо сильно не грелись. И как бы, видите, заправка уже пошла. И это довольно необычно. Аккуратненько, аккуратненько, сильно не разгоняемся. Нам нужно садиться. Радиус у планеты маленький, так что нужно оттормаживать будет. И давайте сядем на светлой ее стороне. Радиус у планеты, если не ошибаюсь, в районе 800 километров. Это, ну, прям совсем-совсем-совсем мало. Так, температура уже 67, я вижу. 69. Кстати, планета двигается. Нужно попасть ее в гравитационный захват, чтобы спокойненько на нее приземлиться. Не забываем об этом. Тогда она не будет двигаться относительно вас, а будет тащить вас за собой, так сказать. Видите, я лечу прямо, а она летит туда. Так, используем хитсинк. Так, еще ближе она от нас улетает. Чуть-чуть ускоримся. Можно, кстати, стать по пути ее следования. Тоже хороший вариант. Ну, так же, как я делал в Мире Смерти. Все, мы на ее, можно сказать, орбите. И давайте сейчас садиться. Так, температура тем временем уже 73. 78. И потихонечку спускаемся. Сильно не гоним. Может быть сброс орбитального полета из-за высокой скорости. Так, температура 90, еще хитсинк. Отлично. Блин, видок, конечно, сумасшедший. Так, пока все хорошо. Температура 61-63. Посмотрим, будет ли расти температура, когда мы спустимся уже вниз. Так, все, температура начала падать, и, в принципе, самое сложное закончилось. Мы уже здесь. Корабль, как на Мире Смерти, где у нас нейтронка, не сгорит. Так что спокойненько можем спускаться. Блин, вот бы поймать момент, когда будет корональный выброс вот такой вот и заденет планету. Выглядит, наверное, круто. В общем, ладненько, просто спокойненько садимся. И смотрим, что будет с ТРП, с комбезом и так далее. И, скорее всего, выйти из ТРП мы не сможем из-за высокой температуры. Там есть ограничения по температуре и ограничения по силе притяжения. В плане выхода на ногах. Не, ну это, конечно, капец. Когда ты видишь нейтронную звезду маленькую, случайно находясь на планете, это одно. Но когда ты видишь огромный просто шар, это прям что-то с чем-то. Ну, вот как и следовало ожидать. Высадиться мы не можем. Именно на ногах. Но на ТРП, которое я не взял, можем. Потрясающе. Вот про этот выброс, собственно, я говорил. Блин, капец. Я не знаю, как это будет выглядеть, когда это полетит в планету, если это будет прямо по пути ее следования, но это, мне кажется, будет круто, друзья. Ладно, я за ТРП, и сейчас вернемся на нее. И да, когда взлетаете, ребята, будьте готовы к прогреву. Теплоотводы приветствуются. Вот в плане ТРП нам абсолютно по барабану. Мы можем кататься сколь угодно, пока у нас не кончится непосредственно топливо. Еще он не прыгает.
Ну прыгни, красиво ж будет. Ну давай. Специально же тебя запустил. Красиво, хорошо. Так вот, запасы топлива и все. На температуру ему по барабану. Можно, конечно, попробовать полететь на обратную сторону планеты. И там уже непосредственно попробовать выйти. Может быть, сработает на темной стороне. Блин, как же это красиво, друзья. Это так завораживает. Я не знаю, как вам, но мне прям очень нравится. И да, в плане графония, оптимизации и так далее. Сейчас стоят высокие. Специально для видео. Неужто они в Одиссее поправили ночное видение? Либо, мне кажется, я давно не был в горизонтах с такой штукой. Пишите в комментариях, что думаете. А вот это интересно. То есть, что у нас получается? Обратите внимание, та же самая система, та же самая планета, и на обратной стороне мы можем высадиться на ногах. Довольно неплохо, я считаю, но вращение этой планеты, если есть, то оно минимальное. И что будет с костюмом, точнее, с нами в этом гамбезе, когда это дело настанет, фиг его знает. Внимание! Зафиксирована предельно высокая температура. 714 Кельвина. Ну, просто как бы у нас используется энергия на кислород, но если периодически подбегать и заряжать, или стоять вообще в таком виде, даже не знаю. Ну, типа, когда мы стоим здесь, у нас заряжается. Конечно, можно ждать и очень долго, друзья, но и другие видео тоже нужно записывать. И еще, обратите внимание, здесь период вращения 0,1 дня приливной захват. Я не совсем понимаю, что это такое, напишите в комментарии, но, как мне кажется, она настолько близко, то, что повернута лишь одной стороной, потому что здесь у нас то же самое, здесь у нас то же самое, здесь у нас то же самое, они достаточно близко. Далее, такого уже нету. То есть период вращения 1-2 дня. 1,2 дня. Все равно, на всякий случай, черканите, что это такое. Я далеко не исследователь. Как же, блин, это красиво выглядит, друзья. Да и резкий переход непонятный, ну да ладно. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там уже почти что 500 видео. Говорю о том, сколько я заснял, чтобы вы понимали, что в этой игре контента море, дел море, различных механик и так далее. В общем, занять себя есть чем. И те, кто говорят то, что в этой игре нечем заниматься и так далее, но они не правы. Очевидно. Плюс, многие видосы я структурировал в плейлисты. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, интересные места, вооружение, корабельное вооружение, ручное, комбинезоны, инженеры для ручного вооружения, инженеры для комбезов. Господи, там столько всего. Как собирать различные фиты под исследования, под торговлю, под пиратство, под боевку, под майнинг и так далее. Куча полезной инфы для новичков и не только. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как группа ВК, телеграм-канал, инстаграм и дискорд-сервер, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в телеграме и дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать себе там компашку, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку. Не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее, и мы расширяемся. Если хотите принять в этом участие, то вам в Discord. Там подробные правила вступления и правила поведения внутри эскадры, шнуры мы не дергаем. Как минимум. И плюс, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и... пока-пока.